5 способов сэкономить на ремонте квартиры. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Первый. Сделать ремонт самому. Ремонт своими силами сэкономит массу средств, но для этого нужны определенные навыки. К тому же все работы придется проводить в свободное время, а это затянет ремонт. Самый оптимальный вариант – сделать самому подготовительные работы, они не требуют квалификации. А сэкономить вы сможете от 10 до 30% стоимости ремонта. Второй способ – правильно выбрать подрядчика. Нужно внимательно изучить рынок строительных услуг. Стоит самому поездить по строительным фирмам, узнать ценовую политику, лично поговорить с менеджерами, обсудить возможность скидок, поговорите с друзьями и знакомыми. Если они делали ремонт, наверняка поделятся впечатлениями о подрядчиках. Если вы сделали выбор, обязательно заключите договор со строительной компанией. В нем должны быть четко прописаны сроки ремонта, гарантии качества. Также не забудьте о санкциях за несоблюдение договорных обязательств. Можно воспользоваться услугами частного подрядчика. Это будет дешевле, но без гарантии качества. Чтобы избежать простоев, составьте график работ. Вы сэкономите немалую сумму, выбрав правильного подрядчика. Третий способ – сэкономить на закупке стройматериалов. Если вы наняли бригаду, закупку материалов лучше делать самостоятельно. Хотя многие подрядчики хотят взять эту работу на себя. Но стоит учитывать, что их в данном процессе интересует лишь скорость доставки стройматериалов. Они мало учитывают цену и качество, а цены на одни и те же стройматериалы в разных магазинах могут довольно сильно отличаться. Поэтому стоит побродить по интернету и изучить цены в различных компаниях. Стоит обратиться в компанию с оптовым отделом продаж, если вы собрались сделать капитальный ремонт. Это сэкономит вам приличную сумму. Сейчас практически все строительные магазины осуществляют доставку материалов. К тому же с определенной суммой бесплатно. Поэтому, покупая материалы самостоятельно, вы получаете существенную экономию. Четвертый способ сэкономить – сократить процессы ремонта. Не стоит пробивать новые дверные проемы и сносить стены без острой необходимости. Перепланировка квартиры требует массу разрешительных документов от проектировщиков и жилнадзора. Фирмы, выполняющие работы по перепланировке, должны иметь специальные лицензии, поэтому их услуги довольно дороги. Выравнивание стен – довольно затратная процедура, можно применить декоративную штукатурку вместо шпаклевки или зашить стены декоративными панелями по обрешетке. Небольшую кривизну отлично скрывают виниловые обои. Не стоит менять натуральный паркет, его можно отшлифовать и покрыть лаком. Пятый способ сэкономить на замене плитки. Если кафельная плитка в хорошем состоянии, стоит заменить только треснутые экземпляры, а остальную плитку почистить, обработать щелочью и протереть уксусом. Швы нужно прокрасить нитрокраской. После этого покрыть несколько раз всю поверхность силиконовой краской. Силикон заполнит все микротрещины и в них не будет скапливаться грязь. Такой обработки хватит на несколько лет. Вот такие 5 простых способов позволят вам сэкономить на ремонте. Удачного вам ремонта! Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.